Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий. Сегодня 20 мая 2023 года. Я нахожусь в Киеве на Долобецком острове, больше известном как Гидропарк. Хочу сегодня посмотреть, открывают ли киевляне пляжный сезон. Я зашел с той стороны Долобецкого острова, которую мы вам раньше показывали уже. Она была затоплена еще месяц назад, здесь стояла вода, и вот в это место, где я сейчас нахожусь, нельзя было пройти, потому что вот по уровню вот этой лавочки стояла здесь вода, и весь этот парк, все эти деревья плавали в воде. Ну, сейчас вода уже ушла, все нормализовалось, я могу пройти здесь вдоль пляжа, посмотреть на людей. Кстати, есть загорающие. И на мое удивление, здесь есть загорающие голиком, то есть нудисты. В основном мужчины, несколько человек. Но я их не снимаю, понятное дело. А дальше уже начинается нормальный пляж, где загорают люди в купальниках. Я раньше думал, нудисты загорают только на Трухановом острове, но оказалось, что и здесь тоже есть такие любители. Лада опасается. Оно еще все под ногами вот так вот ходит. Чуть-чуть, оно не очень устойчиво. Посмотри, какая романтика. Не хочешь чайку попить? Хочу. Но как туда дойти и как туда присесть? Лодки нет. Да, тут, кстати, не хватает лодки. Вот эта площадка полностью была в воде, сюда нельзя было дойти. И поэтому мы ее показывали тогда. А теперь все иначе. Теперь люди лежат на пляже. Давайте я подойду к воде. Здесь ширина пляжа увеличилась намного. Я вижу, его разровняли песок. Трактор, наверное, какой-то ездил, чистил. Это один из самых любимых пляжей киевлян. Здесь всегда много людей. Ну, потому что он находится в центре. Но сейчас я вам скажу, здесь какая-то грязь. Прямо вот, если заходить в воду. Это не Днепр, это пролив, называется Венецианский пролив под Венецианским мостиком. Ну и вот здесь пока какой-то не очень хороший заход в воду. Видите, тут какая-то грязь просто. Поэтому и купающихся мало. Возможно, в той части пляжа получше песок. И там люди, вижу, в воде есть. А так вообще больше людей загорающих, чем купающихся. Я ожидал увидеть здесь больше людей, конечно, почему-то. Хотя на самом деле пляжный сезон официально не открывается в Киеве. Как бы это сказать, во время войны не до пляжей. Ну и запрещена навигация малых суден, всяких суден. То есть лодок, развлекательных катеров, навигация запрещена. Поэтому вот никто не плавает, нету никаких гидроциклов, квадроциклов здесь. Но охранники, не охранники, спасатели работают. Вот будка со спасателями. Может быть, кто-то отважится далеко заплыть, посмотреть на ту сторону, переплыть, например, и не сможет вернуться назад. На той стороне, кстати, парк Миниатюр, который мы вам показывали в прошлый раз, он тоже был затоплен немножко. Вот, а здесь просто такая пляжная зона и достаточно много людей. Вот ближе к мостику больше людей уже загорает. Есть девушки топлес. Хотя я не сказал бы, что здесь вот вход в воду лучше стал. Абсолютно никак. Все-таки мул какой-то. В общем-то, люди на чиле, так сказать. Я стараюсь их не напрягать своей камерой. Отдыхают. В основном загорают. А вот здесь спортивный клуб. Здесь вот просто брусья, турники и всякие гимнастические снаряды. А дальше я вам показывал, там для тех, кто любит покачаться, для качков, очень много железа, всяких тяжелоатлетических штанг и всего прочего.
А я пройду немножко дальше, вот под Венецианским мостом. Пройду на ту сторону, там открывается вид на правый берег. Тоже очень красиво. Можно просто ходить здесь гулять, если у вас есть время, есть настроение. Многие люди любят загорать прямо здесь. Вот как бы рядом с мостом, на, так скажем, на бетонной набережной, что ли. Здесь покупаться невозможно, но позагорать можно. И я заметил, что здесь всегда загорают пенсионеры. Вот здесь такой заход в воду. Практически его нету. Здесь вообще опасно заходить в воду, потому что бетонные плиты, обросшие мхом и илом, и они очень скользкие. Там можно упасть. Никто не заходит. Ну, смотрите, несмотря на то, что навигация не разрешена на Днепре, спортсменам можно плавать на каяках, байдарках и всяких других спортивных снарядах. Здесь, кстати, есть даже целая база каяков. Мы сейчас подойдем. Здесь тоже красиво и будет приятно прогуляться. Давайте посмотрим на эту зону с этой стороны. Здесь без всякого кресла просто так летают. Вот, друзья, эта лестница была в воде еще месяц назад. Вот сюда уже нельзя было дойти. И до этого мостика нельзя было добраться. Видите, ступеньки уходят под воду. Вся дорожка под водой. И мостик стоит вот такой одинокий среди воды. А сейчас я свободно захожу. Правда, мостик такой уже ветхий, ступеньки прогнившие, и нужно аккуратно на них ступать. Вот особенно я вам покажу сейчас. Вот здесь доска вообще прогнила. Ну, мы не об этом. Да, мостик очень старый, видите, краска облезает. Зато он живописный и находится в живописном месте. Он отделяет протоку от озерца небольшого, которое здесь находится. И здесь, я так понимаю, тренировочная база каякеров всяких. Ну как всяких, молодых, юных каякеров, спортсменов, которые учатся плавать на этих лодках легких, спортивных. Вот здесь так громко-громко квакают жабы. Давайте послушаем жаб. Концерт бесплатный. Если ветер, конечно, нам не воспрепятствует. Ветер очень сильный, задувает в камеру. И из-за этого мало что слышно. Сейчас я подойду с другой стороны. И они замолчали. Вот негодяи. Друзья, посмотрите сюда. Здесь, не знаю, был, наверное, плавучий ресторанчик какой-то. Домик на понтонах, возможно. Я видел эту крышу затонувшую еще в прошлый раз с моста. Но тогда я до нее дойти не мог, а вот сейчас теперь рассмотрел, что это. Ну да, вот какой-то ресторанчик или кафе это было. Покосилось, упало в воду. Ну еще разлив немножко его подмочил. В общем, этому сооружению кранты точно. Поэтому пойдем дальше. Лягушки уже завершили свой концерт. Вот немножко только подпевают, слышите? Так, ну люди загорают, отдыхают повсюду. Нужно быть только аккуратным на то, чтобы не нарваться на нудистов. Потому что, получается, они здесь тоже время от времени вдруг внезапно возникают. И тогда как бы неловкая ситуация получается, ну, в плане того, что, ну, как бы я снимаю камерой, они могут подумать, что я их снимаю, и они нам как бы очень сильно нужны. Придется на видео, если попадет в кадр, такого человека заблюривать. Смотрите, под тем берегом стоит
много всяких барж. Разных. И туристических, и каких-то еще. Даже не знаю предназначения, зачем они. Может, это ресторанчики плавучие, может, прогулочные катера. Ну, летом тут обычно в мирное время кишит. О, кстати, да. Я как говорил, уже там один мужчина лежит. В чем мама родила. Ну, в общем-то, очень правильно делает. Ровный загар, да и всякое такое, расслабиться. Но в кадр ему лучше не попадать. Поэтому пойдем дальше. Ветер поднимается. Да, сегодня такое настроение у природы. Какое-то такое, знаете, как ветер перемен какой-то шумит. Я зашел сюда и думаю, как снимать. Настроение вообще просто идти куда-то вдаль, смотреть и не знаю, о чем говорить. Потому что ночью снова были полеты дронов. По Киеву прилетало 20 дронов. Не знаю, прямо в Киев было выпущено 20 или 20 всего по Украине. Но все их сбили, слава богу. Вот большой песчаный пляж. И здесь уже народу поменьше. Хотя, я вам скажу, песок здесь мне лучше, нравится больше. Он такой мягкий, рассыпчатый, белый. Только как заход в воду, мы сейчас проверим, это лучше ли, хуже ли. Но я думаю, почему здесь меньше людей, потому что здесь сильнее ветер. Наверное, прохладно все-таки еще на ветру загорать, поэтому люди предпочитают там. Вот все-таки мы шли, там ветра было гораздо меньше. Но купаться однозначно лучше тут, я уже вижу сейчас. Посмотрите на заход в воду. Здесь очень приятно. Песочек, просто аж видно. Видите, солнце просвечивает туда. Там дальше тоже песок. Ну, классный берег. На самом деле классный берег. Мне тут нравится. Летом тут всегда было полно людей. Очень много людей. Вот я сейчас спустился немного вниз и стало меньше ветра. И вообще классно. Я не знаю, почему люди сюда не идут. И тут прям с видом таким можно загорать. Видите, лежишь, загораешь и видно Лавру. На правый берег. Красотень. Это центр Киева. А на том берегу это Труханов остров. Хотя правильнее было бы его называть без Труханов, потому что там как раз все нудисты и загорают летом. И вот я вам сейчас показываю, там видно, стоят лодочки. И летом они, в принципе, туда-сюда курсируют, перевозят людей с этого берега на тот. Потому что иначе, если не лодки, то попасть на Труханов остров можно только пешком, ну или на машине с пешеходного мостика, с которого прыгают люди на тарзанках. Я вам показывал в одном из видео. Это от Почтовой площади практически нужно идти, от метро Почтовая площадь, и заходить на Труханов мост, на Труханов остров, а потом еще целых 1,5 или 2 километра идти пешком сюда по лесу для того, чтобы зайти. Это очень далеко и изнурительно, поэтому гораздо лучше, гораздо приятнее просто на лодочке приплыть сюда. Если, конечно, они ходят. А я почему-то сомневаюсь, что сейчас лодочки будут ходить. Ну, хотя какой-то человек там все-таки ходит. Наверное, просто сейчас еще нету желающих переправляться на тот берег, поэтому и лодочки пока не запустили. А не знаете, лодки ходят на тот берег? Нет? Ходят, да? А сколько сейчас стоит переправа? 30? Спасибо большое. Оказывается, можно все-таки переправиться на тот берег за 30 гривен. И, в общем-то, когда-нибудь я это сделаю, но не сейчас. Так, друзья. Иду дальше. Ну вот здесь неожиданная находка. Сгоревший ресторан. Здесь был когда-то клуб какой-то, очень популярный. Летом тут прям всегда гремела музыка.
И всегда были люди. Вход был за дорого. Я даже не заходил. Не помню, как он назывался. Может, тут название написано. Но видите, одни обгоревшие куски. Кстати, сегодня с этими дронами. 20 дронов летело на Киев. Их все сбили, но попадали же остатки дронов. И тоже там-сям повредили жилые дома. СТО какое-то загорелось, машины какие-то загорелись. По-моему, в Дарницком районе. В общем, такая вот история у нас сегодня. Здесь волейбольная площадка. Ну и что, друзья, дальше я уже не пойду. Там заборы. Посмотрим на людей, которые играют в волейбол. И на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, сегодняшняя прогулка вам понравилась. Все, друзья, я уже иду на выход из гидропарка. В той стороне, где ресторанчики, сегодня я не буду снимать, потому что я видел, там сегодня был небольшой пожар. И стоят пожарные машины, стоит полиция. Не буду их раздражать камерой. Поэтому просто выхожу из гидропарка, сажусь на метро и еду в Ирпень. Спасибо всем, что смотрите. Спасибо за материальную поддержку всем нашим спонсорам. Хочу пожелать всем мира как можно быстрее, чтобы он наступил путем победы Украины и изгнанием оккупантов с нашей земли.